Что если случайный взрыв может открыть пещеру, из которой выйдет нечто, способное изменить все, что люди знали о своей планете? В 1991 рабочие в Румынии подорвали скальную породу для прокладки трубопровода и за образовавшимся проломом обнаружили герметично закрытую пещеру, которая не контактировала с внешним миром 5 миллионов лет. Внутри кишели существа, которых наука никогда не видела. Но это был не единственный случай. В разных точках планеты случайные взрывы, провалы грунта и строительные работы вскрывали подземные камеры, откуда появлялось нечто невероятное. Румыния, 1986. Строительная бригада прокладывала трубопровод в районе Мавили, недалеко от Черноморского побережья. Бурильщик нажал на рычаг, и земля под ним просто исчезла. Там, где только что была твердая порода, образовался провал диаметром около метра. Из дыры потянуло теплым воздухом с резким запахом серы. Первым вниз спустился геолог Кристиан Ласку. Он использовал веревку и самодельную систему страховки. На глубине около 20 метров веревка кончилась, а под ногами оказался каменный уступ над озером с молочно-белой водой. Ласку зажег спичку, пламя почти сразу погасло. Кислорода в воздухе было критически мало, углекислый газ и сероводород заполняли пространство в концентрациях, смертельных для человека без защиты. Он поднялся наверх и вернулся с противогазом. То, что он увидел при свете фонаря, не укладывалось в голове. По стенам пещеры ползали пауки, которых он никогда не встречал ни в одном учебнике. Белые, почти прозрачные, без пигментации. В озере плавали существа, напоминавшие мокриц, но размером с ладонь. На поверхности воды стелилась плотная бактериальная пленка. Именно она служила основой всей пищевой цепочки внутри пещеры. Никакого солнечного света, никаких растений, никакого фотосинтеза. Вся экосистема работала за счет хемосинтеза. Бактерии перерабатывали сероводород и метан, выделяя энергию. Румынские власти засекретили находку. Официально пещера не существовала еще 5 лет, вплоть до падения режима Чаушеску. Только в 1991 информация вышла наружу, и в Мавили приехали биологи из разных стран. К тому моменту ученые насчитали в пещере 48 видов живых существ. 33 из них были абсолютно новыми для науки. Нигде на поверхности Земли они не встречались. Пещера Мавили была изолирована от внешнего мира около 5,5 миллионов лет. Именно столько времени потребовалось эволюции, чтобы создать внутри нее совершенно отдельный живой мир. Пауки потеряли зрение за ненадобностью и развили сверхчувствительные волоски на лапах, улавливающие вибрации воды и воздуха. Скорпионы в пещере стали тоньше и длиннее. Их конечности вытянулись, чтобы эффективнее охотиться в темноте. Пиявки в озере выросли до размеров, которые биологи сочли бы невозможными для этого вида в нормальных условиях. Американский биолог Томас Кейв, один из первых иностранных специалистов, получивших доступ к пещере, провел внутри несколько часов в защитном снаряжении. Он описал ощущение так: это было похоже на погружение на другую планету, не покидая Земли. Атмосфера пещеры по составу больше напоминала раннюю Землю возрастом 3-4 миллиарда лет, чем современный воздух. С тех пор в пещеру спускались сотни раз, но каждый раз строго по специальным разрешениям и в защитных костюмах, чтобы не занести снаружи бактерии, способные уничтожить уникальную экосистему. Один неосторожный визит без защиты мог убить то, что выживало миллионы лет. Сама пещера при этом остается смертельно опасной для человека без оборудования. Концентрация сероводорода там в десятки раз превышает предельно допустимый уровень. Но случай в Румынии был лишь началом. В других частях планеты случайные вскрытия подземных полостей открывали нечто куда более неожиданное и куда более крупное. Австралия, 2009. Шахтеры компании по добыче известняка в штате Западная Австралия закладывали плановый взрыв в карьере Буллита в 120 километрах от Перта. Заряд сработал штатно. Порода осыпалась вниз, пыль поднялась столбом. Но когда бригадир Рон Макнейл подошел к месту взрыва проверить результат, он услышал звук, которого не должно было быть. Из-за осыпавшейся породы доносился низкий гул, не механический, не похожий на оседание камней. Равномерный, почти ритмичный. Макнейл остановился и несколько секунд просто слушал. Потом позвал напарника. Оба стояли у свежего пролома в скале и слышали одно и то же. Что-то внутри горы издавало звук. Рабочие расширили пролом вручную, убрав несколько крупных обломков. За ними оказался тоннель. Не вертикальный колодец, как в Румынии, а горизонтальный проход высотой около 1,5 метров, уходящий вглубь горы. Стены тоннеля были идеально гладкими, не отесанными человеческими руками, а именно природно отполированными. Так бывает, когда вода тысячелетиями течет по известняку в одном направлении. Макнейл включил налобный фонарь и зашел внутрь. Через 20 метров тоннель расширился в небольшой зал. На полу зала стояли лужи воды, а из трещины в дальней стене вырывался поток воздуха. Именно он и создавал тот самый гул, который они слышали снаружи.
Воздух шел снизу, из глубины, теплый и влажный. Это означало одно — под ними находилась куда более крупная полость. Компания остановила взрывные работы на этом участке и вызвала геологов. Сканирование показало под карьером разветвленную систему пещер общей протяженностью не менее 3 километров. Часть полостей была заполнена водой, часть — воздухом. На глубине около 40 метров приборы зафиксировали аномально большое пространство. Зал размером примерно 60 на 80 метров. Когда спелеологи добрались до этого зала через специально пробуренный шурф, они обнаружили там колонию слепых рыб вида, который считался вымершим 200 тысяч лет назад. Рыбы были небольшими, около 10 сантиметров в длину, полностью депигментированными, с редуцированными глазами, затянутыми тонкой кожей. Они плавали в подземном озере, питаясь бактериальными матами на дне. Точно так же, как их предки делали это еще в то время, когда на месте этой части Австралии было мелководное море. Палеонтолог Сара Уайт, участвовавшая в исследовании, взяла образцы ткани рыб для анализа. Результаты показали, что популяция была изолирована не менее 150 тысяч лет. За это время рыбы практически не изменились морфологически. Подземная среда настолько стабильна, что эволюционное давление на них было минимальным. Уайт назвала это живым слепком далекого прошлого. Звук, который услышал Макнейл в то утро, оказался потоком воздуха из системы, хранившей живых существ дольше, чем существует современный человек как биологический вид. Взрыв, рассчитанный на добычу строительного сырья, случайно вскрыл капсулу времени. Но не все подобные открытия были тихими. В некоторых случаях то, что выходило из вскрытой пещеры, было слышно за километры. Мексика, 2003. Строительная компания прокладывала дорогу через горный массив Сьерра-Горда в штате Керетаро. Бульдозер снял верхний слой грунта на склоне холма, и машина весом 20 тонн провалилась передними гусеницами в пустоту. Водитель едва успел выпрыгнуть через боковое стекло. Бульдозер завис под углом 45 градусов над черным провалом, удерживаемый только задними гусеницами на твердом грунте. Когда рабочие подошли к краю провала с фонарями, земля под ними снова вздрогнула. Не от оседания породы, толчок шел снизу, из глубины. Потом еще один. Равномерные удары с интервалом около 20 секунд. Бригадир Хосе Варгас насчитал 7 толчков подряд, прежде чем они прекратились. Геологи, вызванные на место, первоначально предположили карстовый провал. Обычное явление для известняковых гор этого региона. Но замеры показали аномалию. Полость под дорогой имела почти идеально круглое сечение диаметром около 18 метров и уходила вертикально вниз на глубину не менее 60 метров. Природные карстовые воронки так не выглядят. Они всегда неправильной формы, с осыпающимися стенками. Стенки этой полости были твердыми и ровными. Образцы породы с глубины 10 метров показали следы термального воздействия. Как будто стенки трубы когда-то были оплавлены изнутри. Температура, необходимая для такого оплавления известняка, составляет не менее 1200 градусов по Цельсию. На 25-м метре глубины шурф расширялся в горизонтальный тоннель диаметром около 3 метров, уходящий в северо-западном направлении. Спелеолог Мигель Торрес спустился туда на тросе и прошел по тоннелю около 40 метров. Он описал стены как стекловидные. Порода была буквально оплавлена и застыла ровными наплывами, как свечной воск. Пол тоннеля был усеян костями. Торрес сфотографировал несколько образцов и поднялся наверх. Палеонтологи идентифицировали кости как останки наземных животных. Оленей, пекаря, одного крупного кошачьего. Все кости находились на одном уровне и датировались примерно одним периодом, около 800 лет назад. Создавалось впечатление, что животные упали в вертикальную трубу сверху и скатились в горизонтальный тоннель. Местные жители деревни Тласкала, стоящие в 2 километрах от места находки, рассказали геологам о легенде, которую передавали из поколения в поколение. По этой легенде несколько веков назад в горе жил подземный гром, то есть существо, от шагов которого тряслась земля. Раз в несколько лет оно выходило ночью и утаскивало скот. Легенда описывала его как огромное, темное, передвигающееся на 4 лапах. Геологи отнеслись к легенде как к фольклору, но толчки, которые рабочие почувствовали в день провала бульдозера, не получили объяснения. Сейсмографы ближайшей станции мониторинга в Керетаро зафиксировали в то утро серию микротолчков магнитудой от 0,2 до 0,4, слишком слабых, чтобы считаться землетрясением, и слишком локализованных, чтобы быть тектоническими. Тоннель официально закрыли, засыпав вертикальный вход бетоном, дорогу проложили в обход холма. Документация по объекту была передана в Национальный институт антропологии и истории Мексики, где и осталась в архиве без публичной огласки. Оплавленные стены и ритмичные толчки из глубины так и не получили официального геологического объяснения. Но то, что произошло 2 годами позже в Сибири, заставило вспомнить этот случай совсем в другом контексте.
Сибирь, 2005. Газовая компания проводила сейсморазведку в Ямало-Ненецком автономном округе в 300 километрах севернее Надыма. Взрывники заложили стандартный сейсмический заряд в скважину глубиной 40 метров. Такие взрывы используются для картирования подземных газовых пластов. Заряд сорвал в эфире радиосвязь бригады на несколько секунд, что само по себе было необычно для заряда такой мощности. Когда дым рассеялся, оператор сейсмографа Андрей Колесников увидел на экране не ту картину, которую ожидал. Вместо четкого отраженного сигнала от плотных пластов прибор показал огромную пустоту. Полость диаметром около 40 метров на глубине от 20 до 80 метров. Колесников решил, что оборудование дало сбой, и перезапустил измерения. Результат повторился. На следующее утро бригада обнаружила, что грунт в радиусе 15 метров от скважины просел примерно на полметра. Земля была не провалившейся, а именно просевшей, равномерно, как будто под ней сдулась огромная подушка. Вокруг скважины в мерзлом грунте появились радиальные трещины длиной от 2 до 4 метров каждая. Колесников сделал то, что делают в таких случаях полевые работники. Позвонил в базовый лагерь и доложил об аномалии. Через 2 суток на место прилетел вертолет с геологом Павлом Рябовым и 2 техниками. Рябов осмотрел просевший участок, измерил трещины и опустил в скважину видеокамеру на кабеле. На глубине 22 метров камера вышла в открытое пространство. Луч фонаря не достигал противоположной стены. Рябов травил кабель дальше. Камера опускалась вниз внутри огромной полости. На глубине 38 метров объектив зафиксировал дно. Оно было покрыто слоем темного органического материала толщиной, по оценке Рябова, не менее метра. Среди этого материала камера различила крупные кости. Рябов запросил у компании разрешение на расширение скважины и спуск человека. Разрешение пришло через неделю. Скважину расширили до диаметра 80 сантиметров, и Рябов спустился вниз в обвязке. Полость оказалась не круглой, а вытянутой, примерно 20 метров в длину и 12 в ширину, с куполообразным потолком. Стены были сложены из мерзлого грунта и льда, темно-коричневого цвета от органических включений. Температура внутри составляла минус 8 градусов, значительно теплее, чем окружающая вечная мерзлота на той же глубине, которая держит минус 12, минус 14. Кости на дне принадлежали крупным животным. Рябов опознал ребра и позвонки северного оленя, несколько черепов песца, длинные трубчатые кости, которые он не смог идентифицировать на месте. Все кости были разломаны. Не раздроблены, а именно разломаны вдоль, как будто кто-то извлекал костный мозг. Этот признак характерен для крупных хищников или для человека. Но самой странной находкой оказалась не кость. В дальнем конце полости, там, где стена смыкалась с полом, Рябов увидел отверстие. Горизонтальный тоннель диаметром около метра уходил вглубь в северном направлении. Края отверстия были сглажены, не обвалившиеся, а именно сглаженные, как будто через этот проход долгое время что-то регулярно протискивалось. Рябов не полез в тоннель. Он поднялся наверх и написал подробный отчет. Компания переслала отчет в региональное отделение Российской академии наук в Тюмени. Ответ пришел через 3 недели. Полость классифицировали как термокарстовую воронку, образовавшуюся при таянии подземного льда. Кости объяснили естественным накоплением органики в низинном рельефе. Рябов с этим объяснением не согласился. Термокарстовые полости не имеют куполообразных потолков и не образуют горизонтальных тоннелей с гладкими краями. Он написал повторный запрос с приложением фотографий. Повторный запрос остался без ответа. Горизонтальный тоннель с гладкими краями в сибирской мерзлоте и оплавленные стены в Мексиканской горе разделяли тысячи километров, но они были похожи так, словно их сделало одно и то же. Индия, 2008. Штат Мегхалая. Район известняковых плато на границе с Бангладеш. Местная горнодобывающая артель взрывала породу для расширения угольной шахты. Третий по счету взрыв за день пробил стену в соседнюю полость. Это случалось в этих местах регулярно. Известняк здесь пронизан пещерами, как губка. Шахтеры пробили проход и зашли в новую камеру с инструментом. Это нужно было оценить, есть ли там уголь. Камера, как оказалось, большой, метров 30 в поперечнике, с низким сводчатым потолком. Бригадир Ранджит Сингх насчитал 8 человек в своей группе. Они разошлись по камере с фонарями, простукивая стены. Через несколько минут один из рабочих, Дипак Чакраборти, позвал остальных к дальней стене. Там, в нише между 2 известняковыми выступами, лежали человеческие останки. Не один скелет, там несколько. Чакраборти насчитал как минимум 4 черепа, видимых без раскопок. Кости были старыми, потемневшими, частично вросшими в известняковые натеки. Сингх приказал немедленно прекратить работу и вывел всех наружу. Он позвонил в районный центр и сообщил о находке. На следующий день в шахту пришел полицейский инспектор с 2 констеблями. Они осмотрели камеру и составили протокол. Антрополог из университета Шилонга Притам Дас получил доступ к месту через 4 дня. Дас провел в камере 2 дня. Он извлек и описал останки 7 человек. Судя по степени минерализации костей и характеру известняковых натеков, люди погибли здесь не менее 300 лет назад, предположительно в 17 веке. Все 7 скелетов находились в дальней части камеры, у глухой стены.
Ни один не лежал у входного пролома, хотя естественный вход в камеру, узкая щель в потолке, находился именно над центром помещения. Это означало, что люди не упали внутрь. Они зашли сами или были занесены. И все 7 оказались в одном углу, у стены, где выхода не было. Дас зафиксировал еще одну деталь. На известняковом полу камеры между скелетами и центром помещения сохранились бороздки. Параллельные царапины в твердом камне, уходящие от угла со скелетами к противоположной стене. Ширина каждой бороздки около сантиметра, глубина 2-3 мм. Расстояние между соседними бороздками примерно 20 сантиметров. Они шли группами по 5-6 штук. Дас сфотографировал бороздки и отправил снимки коллегам. Зоолог из Калькуттского университета ответил, что по рисунку это похоже на следы когтей очень крупного животного. Размер когтя, оставившего такую царапину в известняке, должен был быть не менее 8 сантиметров. Для сравнения, коготь бенгальского тигра оставляет царапину глубиной около 1 мм на мягком дереве, но не царапает твердый известняк вообще. Местные жители племени Кхаси, которых Дас опросил в ближайшей деревне, назвали эту гору Каблей-Пайнтхорда. Примерный перевод с кхасийского языка означает «место, где живет тот, кто тянет вниз». По словам старейшины деревни, 3 века назад группа охотников зашла в эту гору и не вернулась. Деревня после этого обнесла весь склон горы межевыми камнями и запретила туда ходить. Запрет соблюдался 300 лет, вплоть до того дня, когда угольная артель приехала с динамитом. Дас опубликовал результаты своей работы в региональном антропологическом журнале. Версию о когтях в своей публикации он не упомянул. Написал лишь, что характер царапин на полу требует дополнительного изучения. Фотографии бороздок в публикацию не вошли. Шахту в том месте закрыли. Не из-за находки, а потому что уголь там так и не нашли. Камеру с останками снова замуровала породой при следующем плановом взрыве на соседнем участке. Координаты в документах артели не сохранились. Китай, 2014, провинция Хунань, горный район Чанцзядзе. Те самые скалы, которые послужили прообразом летающих гор в фильме «Аватар». Строительная бригада прокладывала туристическую дорогу вдоль склона одной из песчаниковых колонн. Небольшой направленный взрыв должен был срезать выступ скалы, мешавший прокладке полотна. Взрыв сработал. Выступ осыпался. Вместе с ним в склоне открылся горизонтальный провал шириной около 2 метров и высотой 1,5 метра. Прораб Ван Цзяньга заглянул внутрь и увидел уходящий вглубь тоннель. Он не стал соваться сам. Немедленно сообщил в местное управление по туризму, которое курировало строительство. Управление передало информацию в Хунаньский институт карстовых исследований в Чанше. Группа из института прибыла через 3 суток. 4 спелеолога с полным снаряжением зашли в тоннель и прошли около 80 метров вглубь, где он открывался в вертикальный колодец. Они закрепили веревки и начали спуск. На глубине около 60 метров колодец вывел их в систему залов, которая по размерам не имела аналогов в провинции. Только первый зал имел длину около 120 метров и высоту свода порядка 50 метров. Луч мощного фонаря не достигал дальней стены. Спелеологи включили рации и начали методичный осмотр. Старший группы Чэнь Вэй первым заметил на полу следы. Не отпечатки лап, а вмятины в глиняном покрытии пола, круглые углубления диаметром около 40 сантиметров, расположенные попарно на расстоянии примерно 1,5 метров друг от друга. Цепочка таких вмятин уходила от дальней стены к центру зала и обрывалась там. Дальше пол был каменным, без глины и следов не сохранялось. Чэнь Вэй сфотографировал следы и измерил их. Глубина вмятин составляла около 8 сантиметров. Чтобы продавить глиняный пол на такую глубину, объект должен был весить не менее нескольких тонн. Расстояние между парными вмятинами и их взаимное расположение соответствовало шагу существа с 4 конечностями. Группа прошла дальше. За первым залом следовал второй, меньший по размеру, с подземным ручьем. В ручье жили слепые рыбы и белые креветки. Стандартная подземная фауна для карстовых пещер Хунани. Но на берегу ручья лежали кости крупного животного, явно недавние, без признаков минерализации, с остатками хрящи. Зоолог группы Люминь опознала ребра и позвоночник как принадлежащие кабану. Кости были разломаны. Характер разломов указывал на механическое воздействие, не зубы, а давление. Как будто кости сжали и переломили. Группа продолжила движение и через 40 метров обнаружила третий зал. Чэнь Вэй первым зашел в него и остановился у входа. Он не закричал и не побежал, просто стоял несколько секунд, потом тихо сказал в рацию одно слово «назад». Все 4 вышли из пещеры. Чэнь Вэй отказался объяснять свои действия до прибытия в институт. Уже в Чанше на закрытом совещании с директором института и 2 сотрудниками он описал то, что увидел в 3-м зале. Протокол этого совещания в открытый доступ не поступал. Известно следующее. Институт немедленно направил официальное письмо в строительное управление с требованием остановить все работы на данном участке. Работы были остановлены в тот же день.
Через неделю вход в тоннель был заблокирован бетонными плитами. Официально в целях безопасности туристической зоны. Туристическую дорогу проложили по другому маршруту, в обход этого склона. 2 из 4 спелеологов той группы впоследствии опубликовали научные работы по карстовым системам Хунани. Ни в одной из этих работ пещера на склоне Джанцзядзе не упоминается. Чэнь Вэй ушел из института в 2015 и перешел на административную должность в провинциальное управление природных ресурсов. В интервью он никогда не говорил об этой экспедиции. То, что он увидел в 3-м зале, осталось за бетонными плитами. Казахстан, 2018. Нефтяная компания проводила плановые взрывные работы в степном районе Мангистауской области, в 70 километрах от Актау. Заряд заложили в скважину на глубину 35 метров. Стандартная процедура для сейсморазведки перед бурением. Взрыв сработал в 6:40 утра. В 6:42 оператор сейсмической станции Дмитрий Авдеев зафиксировал на экране то, что он сначала принял за помеху. Сигнал не соответствовал ни одному известному паттерну отражения от горных пород. Вместо серии затухающих волн прибор показал один мощный импульс, пришедший снизу через 4 секунды после взрыва. Как будто что-то там в глубине ответило. Авдеев перекалибровал оборудование и попросил повторить взрыв меньшей мощностью. Второй взрыв дал тот же результат. Через 4 секунды снизу пришел ответный импульс. Мощность ответного сигнала была в 3 раза выше мощности исходного взрыва. Это физически невозможно при простом отражении от породы. Отраженный сигнал всегда слабее исходного. Часть энергии поглощается, часть рассеивается. Сигнал, который зафиксировал Авдеев, был усиленным. Это означало только одно. Источник сигнала не отражал волну, а генерировал собственную в ответ на внешнее воздействие. Авдеев немедленно позвонил руководителю экспедиции Сергею Волкову. Волков приехал на станцию, просмотрел данные и запросил консультацию у геофизика экспедиции Ирины Назаровой. Назарова провела за данными около 2 часов. Потом встала, вышла из вагончика и закурила. Хотя бросила курить за 3 года до этого. Ее вывод был следующим. На глубине от 80 до 120 метров под точкой взрыва находится полость объемом не менее 20 тысяч кубических метров. Это примерно 8 стандартных олимпийских бассейнов. Полость не заполнена водой и не заполнена газом. Оба варианта дали бы другой акустический отклик. Внутри полости находится что-то, способное воспринимать сейсмические волны и генерировать ответный сигнал. Волков отправил зашифрованный отчет в головной офис компании в Алматы. Через 6 часов на место вылетел вертолет с 2 людьми в гражданской одежде, которых никто из экспедиции раньше не видел. Они провели на станции около 3 часов, скопировали все данные на внешние носители и улетели, забрав с собой оригинальные записи сейсмографа за тот день. Волкову было сказано устно, без документального оформления, что данные содержат артефакты, связанные с неизвестным геологическим явлением и переданы для анализа в профильное учреждение. Название учреждения названо не было. На следующий день экспедиции поступил приказ сменить точку работ. Переместиться на 20 километров восточнее. Официальная причина – геологическая нецелесообразность бурения в данном квадрате. Никаких дополнительных объяснений. Авдеев сохранил личную копию данных на собственном ноутбуке. Через 3 месяца после экспедиции он передал файлы геофизику Московского государственного университета Алексею Громову, с которым учился в одной аспирантуре. Громов изучал данные около месяца. Его заключение совпало с выводами Назаровой по объему полости, но добавило один параметр, который она не рассчитала. Ответный сигнал имел внутреннюю структуру. Он не был однородным импульсом. Внутри него при спектральном анализе выявлялись повторяющиеся элементы с интервалом около 0,7 секунды. Регулярная внутренняя структура сигнала с постоянным интервалом не характеризуется ни для одного известного геологического процесса. Громов отправил результаты анализа в 3 российских научных журнала. Все 3 отклонили статью без рецензии. В 2 случаях редакторы сослались на недостаточную верифицируемость исходных данных. В 3-м случае причина отказа указана не была. Авдеев уволился из нефтяной компании в 2019-м. В 2021-м он разместил часть данных на одном из открытых научных форумов. Пост собрал несколько сотен комментариев от геофизиков и был удален администрацией форума через 2 суток. Причина удаления – нарушение правил публикации, не прошедших рецензию материалов. Файл до сих пор циркулирует в узких кругах специалистов по подземной акустике. Те, кто его видел, не публикуют комментариев. Полость под казахстанской степью никто не вскрывал. Туда никто не спускался. Что именно генерировало ответный сигнал с регулярной внутренней структурой на глубине 100 метров, официально не установлено. Все эти случаи разделяют тысячи километров и десятки лет. Румыния, Австралия, Мексика, Сибирь, Индия, Китай, Казахстан. Разные страны, разные компании, разные люди. Но в каждом из них есть одна общая деталь. Взрыв или случайное вскрытие породы открывало то, что не должно было существовать по стандартным геологическим моделям.
Геологи знают, что поверхность Земли изучена примерно на 70%. Подземное пространство на 3%. Все пещеры, все тоннели, все полости, когда-либо задокументированные человечеством, составляют ничтожную долю от реального объема подземного мира. Каждый год в разных точках планеты случайно вскрывается в среднем от 12 до 15 крупных неизвестных полостей. Только те случаи, которые попадают в официальную документацию. Сколько не попадает, неизвестно. В 2022 Международный союз спелеологов опубликовал доклад, в котором признал, что общая протяженность незадокументированных пещерных систем на Земле может в 100-150 раз превышать протяженность всех известных пещер. Суммарная длина всех задокументированных пещер мира составляет около 700 тысяч километров. Это означает, что под поверхностью Земли может существовать от 70 до 105 миллионов километров незадокументированных подземных пространств. Пещера Мавили в Румынии изолировалась 5,5 миллионов лет и за это время породила 33 вида живых существ, не существующих нигде на поверхности. Если аналогичные изолированные системы существуют по всему миру, а данные сейсморазведки показывают, что крупные подземные полости есть практически на всех континентах, то эволюция в них шла параллельно с поверхностной на протяжении миллионов лет. Совершенно независимо, совершенно неизвестным образом. В 2023 году в провинции Гуйчжоу в Китае случайно обнаружили пещеру с внутренним объемом, достаточным для размещения нескольких небоскребов. Внутри оказался отдельный микроклимат с облаками, собственными осадками и лесом из деревьев высотой до 40 метров, которые никогда не видели солнечного света. Это была не метафора, а буквально лес под землей, выросший за счет рассеянного света, проникающего через трещины в своде. Китайские биологи нашли там несколько видов животных, предположительно новых для науки. Исследование продолжается. Это открытие было случайным, как и все предыдущие. Никто не искал эту пещеру целенаправленно. Ее нашли при плановой аэрофотосъемке рельефа. Вопрос, с которого началось это повествование, звучал так. Что выходит из пещеры, когда ее случайно открывают? Ответ оказался многослойным. Иногда выходят существа, которых наука считала вымершими. Иногда доказательство того, что под нашими ногами происходило что-то, не оставившее следов в официальной истории. Иногда сигналы, для которых у физики пока нет объяснений. Иногда из пещер выходят гиганты, а иногда просто интересные истории. Если вам нравится это творчество и вы хотите узнать больше о подобных открытиях, загляните на наш сайт whiteori.com, ссылка в описании. Иногда не выходит ничего, но то, что видят там, внутри, люди предпочитают не описывать публично. Взрывники, бурильщики и бульдозеристы открыли больше значимых подземных объектов, чем все спелеологические экспедиции мира вместе взятые. Не потому, что они искали, а именно потому, что не искали. Они просто делали свою работу и случайно пробивали стены, которые стояли миллионы лет. Каждый день в разных точках планеты кто-то закладывает очередной заряд в скважину. Большинство взрывов не открывают ничего необычного. Но статистика говорит, что следующий случайный пролом в породе — это лишь вопрос времени. И то, что окажется за ним, снова не будет соответствовать ни одной из существующих моделей. Земля под нами не пустая и не мертвая. Она просто очень хорошо закрыта.